Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков, и сегодня у нас на обзоре подарок за выслугу лет от нашей любимой Лесты. Тяжелый немецкий танк 6-го левела ВК-3601 KVK, да. Есть ему аналог среди прокачиваемых танков, это 3601H, но он в большей части по своим возможностям, не по бронированию, конечно, отличается от этого подарка. Вот, и прежде чем мы продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео и подпишись на канал, если ты до сих пор не сделал. А вот машина действительно интересная. Уже многие блогеры, стримеры на эту тачку сняли обзор, и она реально имбовата. А в чем мы с вами как раз вот в этом обзоре разберем. И передаем слово, так сказать, нашему мехводу Петровичу. Итак, господа, коллижная модель нашего ВК-3601 KVK, она такой же, как и 3601H. Вот, к сожалению, коллижной модели нашего подарка, так сказать, еще нету. Вот, поэтому, в принципе, броня соответствует. Ну и давайте изучать броню. Значит, нижняя часть рикошетная, там приведенки 165, НЛД огромная. Вот, у нас здесь 128, и как для 6-го левела достаточно неплохой ЛНД, достаточно крепко. ВЛД рикошетная, под хорошим углом находится, и, соответственно, там приведенки 112, но рикошет. Подбашенная рубка, ослабленная зона этого танка, здесь всего лишь сотка. У нас огромная маска орудия, которая закрывает практически всю башню. И здесь у нас тоже вот есть сотка, а есть, смотрите, 160, 107, 109 и есть вот в краях 161. Вот в маску орудия слева и справа от ствола, вот ближе сюда к краям, лучше не стрелять. Просто сумасшедшая броня. Вот, основная бронеплита сотка, под маской сотка. Есть лючок 80. Боковое бронирование 60 мм, башня 81. Хорошо танкует от борта. За счет приведенной, конечно же, брони. Даже можно чуть-чуть перекручивать, если оно не пробитие. То есть от борта хорошо танкует, крепкое достаточно. Все равно в НЛД, но вот это, конечно, это да, слабовато места. Касаемо орудия. Танк у нас 6-го левела. Вот, а пушечка стоит от 7-го. Давайте изучать. 135 альфа, 157 пробития на основном, 221 на голде. У нас нету осколочно-фугасных снарядов, у нас есть только вот обычный и голдовый. Заряжается пушка невероятно быстро на тяжелом танке. На стоке 4,2 секунды. ДПМ на стоке почти 2000. Точность на тяжелом танке опять же на стоке 0,34. Время сведения 2,3 секунды. Касаемо полевой модернизации. Во втором блоке качаем вездеходную ходовую, в четвертом отстройку параллакса, в пятом блоке качаем звукоизоляцию. Касаемо оборудования, рекомендую на эту машину ставить вентилятор, досел и закалку. Вот. Что касаемо снарядов. Как я уже говорил, у нас нету осколочно-фугасных. Основной снаряд у нас бронебойный. Скорость полета 1170 метров в секунду. Ребята, и это на 6-м левеле. Голда у нас подкалибр. Скорость полета 1260. С бронепробитием 221. И это опять же на 6-м левеле. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. У нас большой достаточно экипаж для 6-го даже левела. Это 6 членов экипажа. Перки наблюдаете перед собой в табличке. Вот, теперь по плюсам и минусам машины. Почему же все-таки уже многие стримеры назвали эту машину имбой, а тут на самом деле все очевидно просто. У нас касаемо пушки огневой мощи, у нас ДПМное орудие, у нас есть УВН, у нас есть быстрые снаряды с просто сумасшедшим бронепробитием, опять же, как для 6-го левела. У нас пушечка заряжается, ребята, 3,22, чуть больше 3 секунд. Да, не самый там большой ДПМ, но зато у нас, как для тяжелого танка, точность 0,29. Немногие десятки, даже СТшки, обладают такой точностью. ДПМ 2518. На такой пушке с таким пробитием
мы вполне можем играть спокойно на этой шестерке против 8 левелов. Это безумное преимущество. Касаемо ХП, ребята, 1340. Это шестерка. Да, у нас там прям не лютая броня, но она все равно присутствует. И хорошо танк играет от борта. И у нас 1340 хеллпоинтов. Ну это жир. По мобильности, опять же, 50,5 вперед, 14 назад. Чуть больше 12 лошадей на тонну. Да, он свою максималку не супер резво набирает. Но вперед едет 50. Это ближе к СТ. Но это тяжелый танк прорыва. По обзору. Здесь тоже все отлично. У нас нету ничего на обзор. Но однако у нас 416 метров. Но это шестой левел. Господа. Куда ни тыкни, везде имбовые показатели. И именно поэтому этот танк действительно заслуживает нашего внимания. Это действительно достойная награда за выслугу лет для танкистов со стороны Лесты. Это реально интересная машина. Я предлагаю уже отправляться в бой. Давайте пощупаем, посмотрим, собственно, на что эта машина способна. Погнали. Так, господа, обзор боем у нас. ВК-3601 KVK, К-41 еще как его называют. Заслуженная награда за выслугу лет. 6-й левел, немецкий, тяжелый танк прорыва. Как для 6-го левела, повторюсь, у нас безумное количество ХП. У нас 1330 на закалке. У нас сумасшедший ДПМ. Хорошее пробитие на голдовом снаряде, а мы попали к 8-кам, будем играть к 7-кам. Естественно, на голде. Приступаю к выполнению. Хорошая в целом подвижность. Но мне раскатка не нравится. Нет, нельзя ехать на фланг. Остаемся на базе, ребят. Да и против 8-ок и 9-ок ехать, танковать. Такая себе идея. Ну что это такое? 1 Эмиль. Не, ну я же не умалишенный ехать и умирать. Да, раскаточка дерьмовая, союзная. Обзор-то знатный у нас, кстати. Опять же, как для тяжелого танка. Вообще, это какой-то танк-мутант. Назвать его прям тяжелым язык не поворачивается. Он по характеристикам, там, по обзору, по подвижности, наверное, больше напоминает все-таки средний танк. Но зачислили его в тяжи. Вот в этом и странность. Ну, наши наверху. А, не, поехали, гля. Я думал, не поедут. А я думал, не поедут. Поехали. Странно, конечно. Их там сейчас в спину убивать будут. Значит, они глубже будут вкатывать активно. По идее, должны. Не пробила. Получай! Они даже не подозревают, с кем связались. Не пробиваю. Меткий выстрел. Что такое? Он надолго это запомнит. Светим, стреляем. Ребят, против 8-ок деремся. Надо понимать.
Броня не пробита. Ох, он и злится сейчас, наверное. Все, навоевался. Минус... Восьмерок убиваем, ребят. Суммы 1400. О. Не пробил, да что такое? Броня, опять эта броня. Ух ты, в лючок дали. Лючок высокий, вот здесь торчит. Ух ты, у них на бугре Е25. А он там вдали тигр стоит. А я и думаю, что я свечусь. Вон он. В кустике встал. Вот тут стоит. Не, ну тут победа, больше мы сильно не настреляем. Не пробил! Красота. Мощь. Есть пробитие! Одной проблемой меньше. Во, видали, Получай как мы снаряд! семерок, восьмерок бьем уверенно. Поехали, уже въезжать надо. Уже давно надо въезжать. Ребят, косарь 100 против восьмерок и девяток. 900 насветили. Почти 2К суммы. Кстати, первый бой на этом танке на White Park у меня был на 3К. 3074 урона я настрелял. Вот такой вот подарочек заслуженный. Да не, мы уже не успеем. Там все. Ты посмотри, захват зажил. Тигр П. Да, сумасшедший ДПМ, как для 6-го левела, просто сумасшедшее пробитие, хорошая подвижность, какая-никакая броня, есть УВН, короче, ребят, танк-нагибатор, просто лютая имба. Но, конечно, желательно на нем все-таки играть на голде. Вот. На голде. Несмотря ни на что, да, мы не в топе по урону, но мы еще и насветили. Вот, 846, то есть суммы сделали там почти 2К. Еще раз там повторюсь, у меня на этом танке 3070, я вам уже показывал, 3074 урона за первый бой. Самый первый 3К отдать. Да, там был бой с одноуровневый, там против 6-х левелов, но, блин, 3К это, конечно, лютая имба. Отличный подарок от картошки своим танкистам и спуститься в песочек, ну полупесочек, да. Ну хотя вот сейчас по последним бою видно, что можно попадать и к восьмеркам, но этой пушки в принципе действительно достаточно играть даже против восьмерок, хватает бронепробития на голде. Так что и обзор какой на этом тяжелом танке. Универсальная машина, реально универсальная, подвижная, бронированная, ДПМная, с хорошим пробитием, с УВНом. Танк-нагибатор. Рекомендую попользоваться своим
свои заслуженные награды покатать среди шестых левелов, и я думаю, вы со мной согласитесь, что это танк имба на своем уровне. По 5-бальной системе танк заслуживает как минимум 5 из 5, потому что имбалансная машина. Реально имбалансная. Ребята, кто уже пробовал, ездил, пишите свои комментарии, что вы думаете по этой машине. Вот, конечно же, подписывайтесь на канал, прожимайте лук, а я говорю, до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.